Друзья мои, всем огромный привет! Приветствую вас на своем канале. Любуюсь своими хоечками. Приглашаю вас вместе со мной полюбоваться. И смотрите, что я тут обнаружила. Я, конечно, уже видела, что бутончики растут, но я еще не совсем не видела, что они начали открываться. Это хвоя фувоенсис. Очень интересная хвоя с таким окрасом милитари. Ами, похожая на каудаты. Она меня заинтересовала когда-то, вдруг неожиданно я ее приобрела. И вот смотрите, она в очередной раз цветет. У меня это второе цветение. Первое было, но я его пропустила, потому что я отсутствовала. Это был конец марта. Вот конец марта, сейчас конец мая. Она, получается, наращивает свой зонтик из симпатичных цветочков за 2 месяца. И на этом цветоносе это уже даже и не первое, не второе, и не 10-е цветение. Ну, 10-е, наверное, точно. Она цвела еще у предыдущей хозяйки, потому что я приобрела вот такой богатый черенок. Вот даже уже он был с цветоносом. Вот так вот. Такая красота. Сейчас жду развития корневой. Захотелось мне ее пересадить. Она пересыхала быстро. Она у меня вот так вот на акриловой арочке живет сейчас. Видите, я ее вот так. Не знаю, как поведет себя вот этот ус. Потому что этот ус я, конечно же, при пересадке потревожила много раз и при закреплении. Посмотрим, насколько она впечатлительная особа. Ну, вот такой вот у нее интересный, пока еще непонятный зонтик с цветочками. Но я очень надеюсь, что вот буквально уже завтра, послезавтра это будет понятно. Ну, скорее всего, это будет понятно уже завтра. Они, смотрите, как открываются. Просто сейчас уже пасмурно, солнце село, вечереет. Аромата пока я не слышу, но это очень красиво, очень. Жалко, что хвои вот так вниз опускают свои цветочки, и нам их не видно. Но я думаю, что, наверное, насекомым удобно их так опылять. А сейчас я вам покажу, кто у меня еще собирается цвести и меня радовать. Идемте. Ну, это красота Australis Lisa. Последние полгода она просто в ударе. Видите, постоянно какие-то новые корзинки с цветением. Буквально совсем недавно вот здесь я взбираюсь по лестнице, уже отцвела одна корзиночка. Осталось минимум цветочков. Я здесь уже ее так замотала вокруг опоры, ребята. Она прям в ударе. Пошла в рост. О, я еще нашла одну корзинку. Вон она, вон она. Видите, вот. Она очень желает и любит подцвести. У кого есть Australis Lisa, о, здесь тоже зонтик еще один формируется. Кто любит Елизаветы, пишите, лайкайте, ставьте свою подобайку под видео. И у кого нет еще Елизаветы, я с удовольствием с вами поделюсь. Вот такая красота у меня растет. Она уже достаточно взрослая. Но я вижу, что она просохла. Мне надо срочно прийти сюда с некоторым количеством воды. Невозможно добавить какую-нибудь вкусняшку для ее лучшего роста и развития. Ну, рост нам особо не нужен, но вкусняшку можно. Так, знаете, кого я здесь двигаю? Макрофилу Pot of Gold. Помните нашу пересадку? Девочки писали: Аня, куда такой огромный контейнер? И она у меня не росла. Смотрите, что у нас после пересадки. Давайте сразу пробежимся по нашим достижениям. Вот. Ожила точка роста. Лист идет вот здесь. Лист. И я надеюсь на то, что там будет усик. Где-то я еще что-то видела. И вон там, смотрите.
несколько точек роста. Так что смотрите, посмотрите, как пошла на пользу, извиняюсь за масштаб, как пошла на пользу ей эта большая тара с большим количеством нового грунта. Она просто вся проснулась. Она вся проснулась. А так она стояла и молчала. Представляете? Представляете? Вот так мы ее с вами вытянули из вот такого горшка керамического. Есть видео пересадки. Корни были просто уже такие, знаете, безжизненные. И мы посадили, поместили ее вот в такой пластиковый горшок. И ей очень понравилось. Замечательно. Она уже скоро не будет помещаться у меня на подоконнике. Их сейчас зовут латифолии. Так, ладно, приступим. Я вам хочу сегодня показать свой клеменсиорум, который мы с вами пересаживали. Помните, вот прямо вот здесь на полке. В комментариях ребята писали мне: караул, мы такого еще не видели. Я прям вот так здесь, так как он, знаете почему? Он у меня вот такой огромный. Посмотрите, этот ус, который идет вот 2 метра точно, уже, наверное, больше, он растет дальше. И поэтому я его вот прям стационарно, не снимая с полки, вытаскивала из маленького стаканчика и помещала в этот большой стакан. И представляете, он, конечно же, в том стакане мы с вами увидели очень-очень мало корней. Это клеменсиорум Индонезия. Мне немножко неудобно его отсюда снимать. Я хочу вам показать его красивые листики. Ну вот, вот такой он. Не всегда фотогигиеничный, но вот какой есть. Вот этот первый лист легендарный. Есть видео на канале. Мы с этим листом, был черенок с этим листиком. Мы его с вами вместе укореняли. Оплакивали отсутствие его корней, и мы укореняли. Боже, это было так давно. И он пошел, укоренился, и пошел расти, и вырастил такие красивые листики. Потом он замолчал. Вот здесь это видно. Он замолчал, отсушил ус, но потом разбудил почку и пошел расти дальше. И вот это пошел расти дальше, это ровно 2 метра. Представляете? Так вот, я хочу вам показать. Сейчас я спущусь. Я здесь на стремянке в тапочках. Я вам хочу показать его корни, которые начали появляться. Смотрите, так мало времени прошло после пересадки. И вот, смотрите, появился первый корень вот здесь. Я думаю, что их там много. И тут, конечно, есть и трава. Надо ее выдернуть. В общем, больше я тут нигде не вижу корней. Но я думаю, что скоро мы их увидим у стенок горшка. Вот так вот на него повлияла пересадка. Нормально повлияла. И знаете, кроме вот этого маленького корешка, я вам покажу, что еще он выдал после пересадки. Посмотрите, что у нас здесь на 2-метровом усике. Вот такая вот прелесть. Лавровый такой лист. Он сначала был просто черный, девочки и мальчики. Просто был черный лист. Я аж испугалась. Говорю, боже мой, какой это черный. Но постепенно, по мере роста, у него даже начал появляться сплэш слегка. Видите, вот такой у меня одинокий лист. Я даже не знаю, какой у него будет размер. Пока что это уже моя ладонь. Это еще немного. Листья у клеменсиорума могут достигать около 30 сантиметров в длину. 20 с чем-то, 15, там 25. И смотрите, вот лист на этом узле одинокий. Потом еще несколько узлов есть. Но здесь только зачатки листьев. Хотя, ну да, вот их еле видно. И вот он идет дальше. Здесь, по-моему, еще какой-то узел. Дын-дын-дын-дын-дын-дын. И смотрите, что у нас здесь.
мы собрались цвести. Вот так здесь лежит его ус. И мы собрались цвести. Я боюсь его трогать, выгибать. Ну, в общем, вот кто собрался у меня цвести. Это уже будет... Ой, у нас ремонтные работы. Очень громко. Мы будем цвести. Мы будем цвести под потолком. Представляете? Вот так вот. Есть у меня... Ну, этот лист, он просто обалденный. Есть у меня еще один клеменсиорум. Вы все знаете. Он стоит рядом. Это ачех. Но он приехал позже. Он младше по возрасту. У него нет таких сильных достижений. Но его достижение — это новая пара его еще молодых листьев. Посмотрите, какие они красивые, да? Вау! Просто невероятные. Они домашние. Выращены в наших условиях. В условиях Украины. В условиях одесского климата. Домашнего. С нашей небольшой влажностью. Он еще мягкий, этот лист. Так приятно до него дотрагиваться. Ачех вообще красавчик. Так, рядом с ним, но он пока вот просто растит, тоже вот такой уже ус, но он здесь немножко его приостановил, как-то он сейчас занялся ростом листьев. Я жду, когда он на каком-то следующем узле тоже начнет растить листик, но пока, ну, может быть, здесь, вот видите, вот этот узел, тут тоже зачатки листьев. Ну, пока тишина. Так, про клеменсиорум я вам рассказала. Хочу вам рассказать еще про этого джентльмена. Это Калистофила калимантан. Может быть, она леди. У нее просто здесь буйство красок. Она в том плане, что она постоянно хочет цвести. И она это делает. Вот, смотрите. Вот цветонос. Вы успеваете? Вот цветонос. И мы идем выше, 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 выше. И вот еще один цветонос. И мне такое складывается ощущение, что я где-то еще видела цветонос. Она пошла гулять. Вон там ее ус, вон. И здесь где-то тоже у нее был цветонос. Не знаю, есть ли там сейчас... Мы сейчас проверим. Нет. По-моему, он отсох. Ему там как-то некомфортно, но он продолжает туда расти. Так, здесь у меня каудата сильвер. Что-то у нее с листом. Но растит новый усик. Она пока не цветет, отцвела. Так, ну и вот этот красавчик мой. Вообще красавчик, красавчик мой. Борнео Гунинг Гадинг. Борнео же он, я не помню. Что-то мне кажется, что они все собаки Борнео. Большинство. Хой. Борнео здесь рядом с клеменсиорумами. Очень красиво загорает. Очень хорошо растет. Он вот выдал вот эту красивую веточку, этот усик. И он сейчас обрастает листиками. Вот такими новыми симпотными листиками. Я уменьшила количество освещения. Выключаю с утра лампы. Где-то включаю часа в 4, поэтому он немножко уже позеленел. Иначе вот он весь был вот такой прям коричневый. И он тоже решил процвести. Это будет его первое цветение. Сейчас я тут оставлю в покое. Вернее, вот так. Надо как-то прислонить ачех. Он так и норовит свалиться. Уже надо его закреплять на хорошую опору. Я жду опоры новые с Тему. Заказала на Тему такие акриловые опоры. Вот жду для него. Буду его пересаживать и крепить на новую опору. И хочу вот поднять заглянуть, поднять листик и показать вам вот так вот этот зонтик.
Гунин-Гадинг тоже собрался цвести. Красавчик. Просто красавчик. Нарядный. Девочки, ундулата отцвела. Так что, ребята, вы все видели видео про ее цветение, про ее шикарное цветение. Вот этот цветонос, на котором уже было 2 раза цветения. Что мне нравится в хуях, ни в коем случае не обрезайте цветоносы, потому что они продолжают цвести из года в год. Она отдыхает. Рядом у меня не менее красивый и симпатичный молодой листик растет. Знаете, кто это? Это Финлайсоний. Она наконец-то начала обрастать. Боже, какой у нее прекрасный лист. У меня спрашивают девочки крокодильчиков. Я с удовольствием бы поделилась. У меня здесь просто несколько рядов голых усиков. Вот они, вот они. Я жду, когда они обрастут листиками. И вот они уже начали обрастать. Вот, видите? И выше вот листик у нее молоденький. И я надеюсь, что она нарастит листиков. Вот здесь у нее еще один ус накручен. Но она как будто после того, как я накрутила, она его, ничего на нем не растит. Она как обиделась, представляете? Вообще очень красивая хуя. Кто собирает крокодильчиков, финландсони, я понимаю, потому что они сейчас в таком большом количестве, они такие разные. О, вот, пожалуйста. Я его стараюсь не трогать, потому что я хочу увидеть листья на этом усике. Потому что вот у меня ус здесь тоже остановил движение. Этот ус у меня замер без листьев. Пыталась цвести, давала цветоносы, но она чего-то не развивает их. Так, там у меня рангсан растет. Немножко почеренковала его, поделилась с ребятами, пока он отдыхает. Опа, а ну давай, ищи свое место, ищи свою опору. Я не стала его уже крутить, говорю, иди куда хочешь туда. Посмотрите, какой красивый лайм у меня здесь. Это, как он, Potsi Splash. Очень интересный, неприхотливый, еще пока не цвел, но крупнолистный такой, с красивым таким сплэшиком, не ярко выраженным, но все равно он есть. Очень красивый Potsi. Мне нравится его листик, такой нежно-лаймовый, вообще великолепный. Сначала очень неохотно растет, а потом, вот смотрите, сколько понадавал мне усиков. Молодец. Может, и зацветет. Я вижу, там у него вроде как начинается цветонос формироваться. Ну, не менее симпатичная, но еще небольшая красавица Акута вариегата. Тоже мне нравится ее лист. Замечательная. Жду, когда она у меня нарастет. Очень красивая. Есть у меня черенок на укоренение ее, но пока там корней я не вижу, надо будет заглянуть. В общем, ребята, ну и покажу вам вот эту красавицу, розовую свою. Уже обрезалась несколько раз. Это Николсона Хоя, Нью Гвинея Хост. Новогвинейский призрак. Интересная. И вот смотрите, вот это, видите? И вот он пошел. Вот это ее ус. Они здесь с клеменсиорумом дружат. И к ним еще решил в компанию прийти Гунин-Гадинг. Ну ладно. Будете вместе. Вместе на одну опору. Я их, в принципе, с полки редко снимаю, поэтому я им разрешаю вот так вот. Этот сейчас обрастет, и я его закручу. Когда листья вырастут большими, возможно, и почеренкую. Но с ачехом надо, конечно, разобраться, потому что его надо, конечно же, пересаживать. Слушайте, я сказочно рада положительной динамике Хои Манипуренсис Фила, потому что после пересадки она тоже двинулась в рост. Сейчас я вам покажу. Вот, видите, у нас хоть корни появились, чему мы неслыханно рады.
Она вообще не росла. Вот эти два нижних листика приехали ко мне, и она около года прям стояла, ничего не хотела. И тут до меня дошло, что нужно ей сделать взбучку. Нужно ее пересадить. И она сразу после пересадки, даже, мне кажется, вон 2 направления роста выдала. Интересная красавица. Не знаю насчет варигатности, но вроде как это фила. Но у меня пока идут зеленые листья, видите? Ну ладно, посмотрим. Так, ну и обошла вниманием вот эту красоту. Она стоит во втором ряду. Это моя Caudata Gold. Это что-то невероятное. Уже месяца 3 мы постоянно цветем, цветем, цветем. У нас большое количество цветоносов. И эти цветоносы постоянно производят бутоны. А точки роста нет. Вот так вот. Цветем и пахнем. Ну, знаете как. Пусть она уже выберет свой ресурс по цветению. Мне давали советы: Аня, возьми ее, обрежь ей цветоносы. Я чего-то не хочу вмешиваться в ее личную жизнь. Я пересадила ее и думала, что она после пересадки передумает цвести, а займется своим как бы освоением горшка. Ну так и случилось, я вам хочу сказать. Сейчас я ондулату уберу, и мы с вами заглянем по поводу корней. Сейчас это я тут убираю лесенку. Тут, кстати, у меня стоит рубра, она же Карноза триколор. Ей здесь очень нравится. Тут немного света заходит только с утра, в утренние часы. Но она здесь прекрасно развивается. Единственное, что я здесь ее часто забываю поливать. Но вроде она сейчас нормально себя чувствует. И варигатность не теряет, мало света получает. Так, ну давайте мы сейчас снимем отсюда красавицу ондулату. Надеюсь, нигде она не захотела мне выдать новую точку роста. Пока тишина. Пока тишина. Черенок от нее вот здесь срезан. И пытаюсь укоренить. Не знаю, ребята, как получится. Что-то я сегодня все задеваю. А, вот что я хотела вам показать. После пересадки в это огромное ведро, видите, Caudata Gold, она же Orange Flower. Но я не вижу никаких ростов. Это ее обратная сторона, чтобы вам было интересно посмотреть. Вот такая вот цвета баклажан. Это ее бесконечные цветоносы, на которых она бесконечно растит бутоны. Вот этот лист, который она мне выдала весной. Единственное, кроме цветоносов, вот этот лист. Все, больше точек роста нет. Она не хочет расти, но корни она растит. Корни она растит, то есть вот они появляются. Вот видите, уже какое ей ведро предложили. Вот ее новые корни. Там был целый стакан, заполненный корнями, вот такого размера. И вот ей дали уже огромный горшок, в надежде, что она одумается и начнет расти. Я хочу ее развернуть, чтобы немножко вот так ее одумается и начнет растить свою лозу. Она не хочет. Но я обожаю ее листья. Просто велико. Вот особенно вот этот. Вот этот лист и вот этот цветонос с этого места, ну как бы вот с этого узла идет цветонос, который постоянно цветет. Ну, уже 3-й раз. Это уже 3-е цветение. Новые бутоны. Ах, как вкусно. Так что, ребята... О, кстати, Рангсан тоже после черенкования выдал новый усик. Молодец. Ой, ну а филансони с такими листиками. Красота. Ой, боже, как я их всех люблю. Если бы у меня было много места, я бы только одних вот этих калистофил разных бы накупила. Я бы взяла Black Cat, Контраст Вен. Ой, разных бы набрала. Ну, нет места. Мне нужно отдельное помещение для моих хоечек. Это так здорово. Клеменсиорумы тоже. Ну, вот они разные, да? Ачеха, вот такой листик.
у этого вот такой более темный. Красота, хотя в одинаковых условиях. Так что, друзья мои, вот так и живем. Тонем в море растений. Воссоздаем у себя такой, знаете, уголки живой природы из других географических широт. Ну, с кем-то получается, с кем-то не очень. Так что вот так. Заряжаю вас позитивом, хорошим настроением, жизненной энергией. Всем мирного неба, добра. Напишите, какая из хой вам понравилась больше. Расскажите в комментариях. Я вот не могу выделить, какая мне нравится больше. Каждая из них интересна. Прям каждую хочется потрогать. Ой, надо же вернуть ундулату. Это несправедливо. Ее нет на общем фото. Я ее ставлю именно... Ой, листья уже цепляются друг за друга, они как картон. Я ее поворачиваю так, как она... Ой, она листьями своими картонными залезла в горшок соседу. Туда цветонос сформировался, и я вот так... Я стараюсь не крутить по отношению к источнику света. Вот она вот так вот у меня сформировалась. А она дама капризная, пусть вот так и растет. Мне прям интересно, даст ли она продолжение, когда это будет, из какого места. Вот у нее был один здесь, видите, вот я вам показывала, уже засох один усик. Я его там, он начал сохнуть, я его обрезала, и она выдала из середины второй, и вот этот второй пошел, там, ну вот что-то вот на этом узелке не дает листьев. Ну, посмотрим. Подождем. Только вот один узел оброс листьями, и она дала там цветонос. И цвела уже 2 раза. Так что вот такая вот история. Все, еще раз всем спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки. Всех обнимаю. Пока-пока.